Приветствую вас на канале Бурмикс, с вами дядя Миша. Друзья, сегодня, не побоюсь этого слова, приготовим очень вкусные и новогодние пирожные. Они и украсят ваш стол, и порадуют ваших детей. Рецепт, в принципе, включает в себя 4 рецепта. Это мусс, зеркальная глазурь, бисквит и... как он называется-то, господи, и клубничное желе. Давайте приготовим. Начинаем с приготовления клубничного желе. Вот ингредиенты, можете поставить на паузу и переписать, а можете заглянуть в описание под видео и посмотреть там. Ну а теперь процесс приготовления. В ледяную воду всыпаем желатин, перемешиваем и оставляем набухать. Теперь берем клубнику, у меня замороженная, и нарезаем ее на небольшие кусочки. Я хочу, чтобы в моих пирожных ягоды чувствовались. Перекладываем нарезанную клубнику в сотейник, добавляем сахар. И на среднем огне, постоянно перемешивая, доводим до кипения. Затем убираем сотейник с плиты, даем ягоде остыть 10 минут и добавляем набухший желатин. У меня быстро растворимый желатин 220 блюм. Он набухает за 1-2 минуты. Вы же ориентируйтесь на инструкцию на своем желатине. Хорошенько перемешиваем до полного растворения желатина. Подготовленное таким образом желе раскладываем по формам. Диаметр моих форм 4 см, высота 2 см. Этого количества ингредиентов как раз хватает на 6 формочек. Отправляем желе в морозилку на 3 часа. А сами займемся приготовлением бисквита для основы. Вот ингредиенты. Готовим. В глубокую чашу вбиваем 2 яйца. Добавляем сахар. Ванильную пасту. Если у вас нет ванильной пасты, можете добавить ванильный сахар или ванильный экстракт. Взбиваем яйца до мягких пиков. Затем просеиваем сюда муку, смешанную с крахмалом. И хорошенько перемешиваем до однородности. Затем сюда вливаем растопленное сливочное масло. И еще раз хорошенько перемешиваем. Вот такой консистенции получается тесто. Теперь разливаем по круглым формам. У меня каждая ячейка диаметром 6,5 см. Отправляем в духовку, разогретую до 170 градусов, и выпекаем примерно 9-15 минут. Все зависит от вашей духовки. У меня прошло 9 минут, бисквит готов. Даем ему остыть и извлекаем из ячеек. Вот такие штучки получились. Теперь готовим зеркальную глазурь. Обратите внимание, никакого сиропа глюкозы здесь нет. Но глазурь получается идеальная. В желатин вливаем ледяную воду, перемешиваем и оставляем в покое, пока подготавливаем остальные ингредиенты. В сотейник всыпаем сахар, добавляем воду, сгущенное молоко, включаем средний огонь и доводим до кипения, постоянно перемешивая. Как только масса начала закипать, убираем ее с плиты, даем 10 минут остыть и добавляем набухший желатин. Растворяем в этой массе желатин. Когда он растворился, добавляем белый шоколад, даем 5 минут постоять. Затем добавляем водорастворимый краситель, у меня красного цвета. Я хочу, чтобы у меня пирожники были ярко-красного цвета. И при помощи погружного блендера все дело перемешиваем. Я это делаю на низкой скорости, на такой, как делаем майонез. То есть у меня 12 скоростей, я это делаю на 4. Когда все перемешали, процеживаем глазурь в стакан, накрываем целлофановой пленкой в контакт, даем остыть на столе, а потом убираем в холодильник. Я убираю на ночь, так как пирожные буду готовить только завтра. А мы продолжаем. Теперь готовим сливочно-ванильный мусс. Вот ингредиенты, поехали. Опять-таки в ледяную воду добавляем желатин, перемешиваем и подготавливаем остальные ингредиенты. Отделяем желток от белка. Для мусса нам понадобится только желток. Добавляем сахар, ванильную пасту или ванильный экстракт или ванильный сахар. Хорошенько перемешиваем. Добавляем молоко. Опять перемешиваем до однородности. Теперь ставим эту смесь на плиту и хорошенько прогреваем. Как только пойдут первые пузырьки, сразу убираем с плиты. Добавляем туда белый шоколад, перемешиваем, добавляем желатин и затем при помощи блендера перемешиваем. Опять-таки на скорости ниже среднего.
Затем добавляем крем-сыр. И еще раз погружным блендером все перемешиваем до однородности. В отдельную глубокую чашу вливаем охлажденные сливки. Лучше, чтобы и чаша тоже была холодной. И взбиваем сливки до мягких пиков. Теперь сливки добавляем в первую смесь. И при помощи лопатки аккуратно, но тщательно перемешиваем до однородности. Подготовленным муссом заполняем формы. У меня силиконовая форма, каждая ячейка диаметром 7 сантиметров. Заполняем их до половины. Достаем из морозилки замороженное клубничное желе. Извлекаем из форм. Из силиконовых форм это делается очень просто. И теперь в каждую полусферу добавляем замороженное клубничное желе. Сверху наливаем еще мусс. В завершении выкладываем кружочки бисквита, слегка его утапливая. Подготовленные пирожные убираем в морозилку на 6-7 часов. Я убираю на ночь. Кстати, у меня после приготовления пирожных остался мусс. Перекладываем его в формы. По желанию сверху можно залить глазурью, но это не обязательно. И убираем в холодильник на 2 часа. Прошло 2 часа. Давайте попробуем, что у нас получилось с муссом. Такая вот красота. Это очень классно. Глазурь, она как вот тянучка, такая прикольная. И очень-очень нежный мусс. Это нереально вкусно. Если не хотите заморачиваться вот с такими сложными пирожными, то можно сделать вот такой вот мусс и подавать. Это очень вкусно. Готовьте. Ну а мы возвращаемся к нашим пирожным. Прошло 12 часов. Извлекаем зеркальную глазурь из холодильника. Убираем пленку. В кастрюлю наливаем горячую воду. Прям кипяток из чайника. И ставим туда нашу глазурь. Минут через 10 глазурь с боков подтает, а в серединке останется еще плотной. Перемешиваем ее при помощи погружного блендера на невысокой скорости. Вот такими движениями перемешиваем. Затем смотрим температуру. Рабочая температура глазури 35-36 градусов. У меня сейчас 39. Извлекаем глазурь из воды. И пока она остывает до нужной температуры, подготовим пирожные. Для этого ставим противень. На противень какое-нибудь блюдо, куда будет стекать наша глазурь. Сверху ставим решетку. И на них уже выкладываем пирожные. Достаем их из морозилки. Я вначале достаю 3 пирожных, чтобы они не дали конденсат. И теперь на пирожные наносим глазурь вот таким способом. Даем им постоять минуты 3-4, чтобы глазурь стекла. Все, в принципе, пирожные готовы. Но если вы хотите еще их и украсить, я, допустим, к Новому году хочу, чтобы у меня получились зимние новогодние шапочки. Потому для украшения в блюдце всыпаю кокосовую стружку, разравниваю, беру одно пирожное, перекладываю на стружку и при помощи ножа прижимаю кокосовую стружку к низу нашего пирожного. Затем перекладываем в блюдо для подачи. Чтобы сделать помпончик на шапочке, я беру лесной орех, насаживаю его на зубочистку, обмакиваю в глазурь, вот таким образом, и затем обваливаю в кокосовой стружке. Снимаем с зубочистки и устанавливаем наверх. Вот такие шапочки у нас получились. Подготовленные пирожные убираем в холодильник на 3 часа, чтобы они разморозились. А через 3 часа можно подавать. Присыпем тарелку снегом. Давайте разрежем, посмотрим, что у нас получилось внутри. Вот так. Ой. Вот такая красота. Ну и давайте попробуем. Пирожные красивые, праздничные. Но если вдруг у вас нет времени перед Новым годом, то у вас будут целые каникулы, когда будет Новый год. Так что, друзья, вот в это время готовьте эти пирожные, радуйте своих родных, близких, и вам будет счастье. Удачи вам и здоровья в Новом году. Но я пока с вами прощаюсь. До нового вкусного рецепта. Пока! Бурмикс.